Итак, ребята, сегодня посмотрим таким потоковым раскладом истинная личина человека, почему копируют ваши идеи, почему где-то идет подражание вам, ну и есть ли магические воздействия. Я понимаю, что магический блок их в любом случае покажет, но если они, эти воздействия, сами энергия человека благостные, ну, думаю, оракул это нам и покажет. Не обязательно же, что человек плохой, да? Или что-то негативное несет. Ситуации бывают различные. Ну и тем не менее, затягивать не будем. Давайте посмотрим, что магический блок нам скажет. Вы знаете, ничего плохого. Абсолютно ничего плохого. Нет. Негатива от человека, от этого нет в вашу сторону. Здесь наоборот, человек, возможно, ваших вибраций. У него свои вопросы, он их решает, восстанавливает себя, возрождается, делает чистки, с хозяйкой, с хозяином работает и с высокими энергиями. Как я и сказала, если говнища нет, то оракул это даже покажет. Несмотря на то, что много карт именно магических, тем более в магическом блоке. Итак, давайте же посмотрим. Истинную личину человека. Еще вот так вот я перетасую, хотя тут много не получится. Хорошо это все. Поехали. Истинная личина человека. Инициативен. Есть напор добиваться своего в надежде на то, что сбудутся его же надежды. Но человеку на самом деле плевать на других, и много чего он о себе скрывает, не показывает себя таким, какой он есть на самом деле. Человек занимается чем-то, налаженная работа присутствует, работает над своим проектом, либо здесь могут быть чаяния о беременности, но здесь, понимаете, преобразование судьбы, над этим трудится. На поприще магии, собственной интуиции, либо же славы. То есть человек может в интернете, допустим, могут его видеть, знать, узнавать, да, и тому подобное. Как вариант. Озвучиваю все варианты. Трудится ради лучшего будущего, выбирает среди множества вариантов, общается с людьми, приносит людям благополучие и радость. А ну-ка еще. Здесь человек может проставлять защиты для людей, как вариант. Как вариант, от чего-то оберегать, спасать, советы давать, да, допустим, там, те же, возможно, тут и адвокаты, и юристы могут проходить, и консультанты, и психологи, и спектр обшире. В принципе, тоже, ну, давайте еще одну карту. Вы знаете, общение с этим человеком людям дает некоторые подарки. А подарки откуда? А ну-ка. Подарок выйти из лабиринта и прокачать свою интуицию. Либо же научиться ей доверять. Так, идем дальше. Смотрим. Причины, по которым человек может пользоваться вашими идеями.
потому что находится в некой темнице, в порочном круге бедствия. Это может касаться как глобальных оборотов, так и не глобальных. Есть целенаправленность прийти к собственному спокойствию. Есть на человека темное влияние, которое ведут к глобальным изменениям в его жизни. Он хочет управлять и контролировать свою жизнь самостоятельно. Вы, возможно, переписываться можете с этим человеком. Он может быть на расстоянии от вас. Человек отсекает от себя вот эти вот моменты, когда ему на нижнюю чакру лепят всякую белиберду. Вы знаете, я бы хотела вам сказать так. Здесь, хорошо, давайте так. Что ваши идеи несут этому человеку? Ваши идеи помогают человеку и проработать себя, состабилизировать и как-то, понимаете, и очертить свои границы, не позволять другим манипулировать собой, потому что есть вещи, которые могут быть как значительными, так и не очень, но они влияют, понимаете, на человека. Человек может как-то, ну вот, огорчаться. Я не скажу, что здесь, ну давайте депрессию уточним. Нет, никакой здесь депрессии нет, человек работает. Работает и трудится, муки души. Есть круговорот проблем, но человек исцеляется. Здесь эта карта не слишком отягощенная в этом раскладе сегодня. Человек стремится достичь собственной цели, от чего-то освободиться, от дьявола тоже. Есть ли у этого человека вопросы с 15-м? Человек разрушает дьявольские влияния на себя. Есть злость, но мы все люди. Есть злость, есть клевета, желание мести, есть ярость. Клевета, а ну-ка, от этого человека нету клеветы. В сторону этого человека есть клевета? Да. Здесь кармическая предопределенность. Почему? Потому что были друзья, товарищи, кому доверял, в окружении именно те, кому не стоило это делать. Здесь человек пытается себя уравновесить и по справедливости сбалансировать и свою жизнь, семью, любовь, проекты, бизнес, карьеру, деньги, понимаете, детей. Привести в гармонию самого себя, вот понимаете, чтобы вот жить и быть спокойным по всем фронтам. Что я делаю то, что мне нравится, и я делаю то, что мне хочется, и веду себя так, как посчитаю нужным. Так, какие вам плюшки от этого? Здесь ящик Пандоры каким-то образом. Понимаете, вы как будто бы смотрите, как интересно, для вас вообще идеально. Даже расклад дальше можно не делать. Здесь смотрите. Вот здесь правильный обмен энергиями. Даже в том случае, когда человек берет вашу идею, она ему по душе, но человек на достойных вибрациях. И происходит некий обмен энергетический, который никто не замечает, только вот люди, которые уже на порядок осознанности, так сказать, набрались. Здесь, смотрите, вы выдали какую-то идею человеку, она была близка. Он ее использовал без всяких подковырок, закулисных игр, без вот этой зависти, злобы, агрессии, без коперов, стягов, магического влияния здесь на вас нет. И таким образом человек что-то взял у вас, а вам пришло, знаете что? Ящик Пандоры закрыт, вы идете в поток, наполняетесь энергией и входите в собственную силу. Вопрос по ящику Пандоры.
Лично вот для вас. Что за ящик Пандоры? Кто открыл? В чем вопрос? Здесь женщина влияет на вашу стабильность. Вот эта карта – это стабильность. Стабильность женской энергии. Стабильность женщины как матери, как жены, как друга, как любовницы. Стабильность женщины как карьеристки. То есть, как здесь, конечно, больше женщина, но если мужчины, допустим, используют, то вот это ваши энергии, ваш статус и тому подобное. То есть сила, она не громкая, она тихая, она внутри вас. Есть стабильность, но вам как-то тяжело. Может, много работы просто навалилось, много обязательств и тому подобное. А может быть, по этой карте вы уже задолбались быть в неадекватном браке и в ненормальных отношениях. То есть, это я поясняю для тех, кто уже приобретал мой оракул. Кстати, по этому поводу у меня тоже будут новости в прямом эфире, девочки, те, кто и мальчики, кто приобрел, кое-что я и для вас подготовила. Так вот. Тяжело, не тяжело, вы выполняете свою работу. А выполняете ли? Выполняете. Убираете всю недоброжелательность из своего пространства и поднимаетесь дальше к своим целям. Выполняете. Вот на это все, что я озвучила. Какая-то баба хотела привязки, вопреки вашей воле, сделать и посадить вас в отшельничество. Чтоб финансы не шли. Работа не шла, любовь не встретили, ребенка не могли родить, почиститься не получилось, чтобы ваши проекты закрывались, чтобы люди к вам не обращались, чтобы вас не замечали, чтобы на вас, наоборот, там кидались и тому подобное. Перечень огромен. Вот этот аспект закрыт благодаря правильному обмену энергией с человеком на достойных вибрациях. Понимаете? Теперь видите разницу, когда идею вашу берет достойный человек, и когда человек эту идею крадет с каким-то умыслом. Даже если вы не признаетесь и играете роль добродетеля, высшие силы видят все и всегда, истинную личину и истинные мотивы каждого из нас и из вас. Вот такой расклад, ребят. Пишите в комментариях, как у вас это все отыгрывается. Осознанным добра этого мира. Пока-пока.